Вот, друзья, мы сейчас находимся в начале ряда, в центре спинки, друзья. А это у нас вот красная маркировка, центр переда. И на правую сторону мы отдельную спицу проводим 11 петель. Вот это у нас будет центральная петля спинки. Это мы отделяем черной маркировкой. И начинаем вязать все петли лицевыми петлями. Регланная петля спинки. Теперь мы посчитаем 21 петель и ставим белую маркировку. После маркировки регланная петля правого рукава. Теперь посчитаем 41 петель, и мы должны совпадать на вот эту красную маркировку. Сорок, 41. И вот мы совпадаем. Это так должно быть, друзья, обязательно. Если у вас получится неправильно, ищите свои ошибки. После красной маркировки петля, регланная петля переда. Теперь посчитаем опять 41 петель. Ставим голубую маркировку. И регланная петля левого рукава. Здесь до следующей маркировки, черная маркировка, должна быть 21 петель. И получилось все правильно. И вот, друзья, мы сейчас находимся вот здесь, и пока мы здесь будем остановиться, и здесь будем начинать росток. Я еще отдельную часть, спинку, рукава и перед отделила на отдельную спицу, чтобы нам удобно было вязать росток. Друзья, перед началом ростка давайте мы распределим петли для отдельной части кофточки. Например, для спинки здесь 21 петля были, 11 туда, 10 туда. Значит, 11, 1 и еще 11. Здесь у нас получится на спинке 23 петли. А для рукава, значит, здесь 10, а это со стороны тоже 10. И 1, здесь получится 21 петель. И с этой стороны то же самое. А по переду, друзья, у нас получится
63 петли. Когда все эти цифры суммируем, друзья, у нас получится 128 петель. И вот таким образом, друзья, мы эти петли распределили теперь по частям нашей кофточки. На спинку, на перед и на обе рукава. Теперь нам легче будет начинать вязать росток, друзья. Росток вяжется у нас немножко необычно, друзья. Для вас это будет, может быть, новенько, потому что я сама разработала все эти ходы, ростки, где как росток, а потом как мы будем здесь оформлять треугольную форму. И я вам все сейчас и теоретически объясню, и на практике я покажу. Вот мы с вами с начала ряда все петли провязали лицевыми петлями и ставили свои маркировки. И мы дошли вот до сюда, друзья. Теперь у нас начало ряда будет вот здесь. И это обратите внимание. И отсюда мы начинаем росток. Друзья, сперва мы вяжем росток 6 рядов на левой рукаве. Обязательно укороченными поворотными рядами, друзья. Туда-сюда вот так будем поворотными рядами добавлять 6 рядов. Когда закончим, мы переходим потом на спинку. А, кстати, когда еще мы здесь вяжем росток, обязательно оформляем свои регланные линии. Когда туда-сюда ходим, обязательно здесь добавляем регланные линии. И у нас здесь добавится по ходу ростка по 3 регланные петли. А потом, когда мы переходим на спинку, добавится еще 4-я регланная петля. Когда мы здесь закончим, мы потом переходим, чтобы образовать росток на спинку, друзья. Здесь тоже начинаем росток с укороченными поворотными рядами, туда-сюда. Здесь тоже добавим 6 рядов. Но здесь мы регланную линию не будем оформлять. Вот когда мы здесь вот так росток оформили, здесь у нас регланная линия не будет. На это обратите внимание. Потом, когда мы закончим на спинку, друзья, мы потом переходим образовать росток на правую сторону. Здесь тоже туда-сюда мы укороченными поворотными рядами вяжем 6 рядов. Но здесь тоже, как на левой рукаве, оформляем наши регланные линии, друзья. Когда мы закончим здесь росток, и мы будем здесь добавлять 4-ю накид по регланной линии. И потом переходим и дойдем до начала нашей петли переда. Вот здесь, друзья. И потом у нас начинается росток по переду, сокращая петли. И это тоже осуществляется поворотными укороченными рядами, полукругом, друзья. Вот дошли сюда, сократили одну петлю, провязываем следующую петлю, потом обратно на изнаночной стороне по полукругу дойдем на эту сторону переда, левую сторону. Здесь тоже сократили петлю, провязывали следующую петлю, опять пошли обратно. И доходим опять с правой стороны петли переда, сокращаем следующую петлю, провязываем одну петлю и опять обратно. И на изнаночной стороне здесь тоже сокращаем. Вот таким образом, друзья, полукругом, поворотными рядами провяжем петли, и каждый раз по переду мы будем сокращать петли. С правой стороны мы сокращаем 9 петель, и с левой стороны сокращаем 9 петель. Из этих 9 петель, друзья, 5 петель мы сокращаем, провязывая после сокращения одну петлю. А после 5 сокращения остальное
4 петли мы будем сокращать по одной петле, провязывая следующую 2 петли. И с этой стороны то же самое, друзья, аналогично, зеркально мы будем все одинаково сокращать петли. Чтобы 6 ряд здесь провязать росток, мы будем добавлять с этой стороны 3 раза петли и с этой стороны 3 раза петли по 3 петли. Это деление у нас идет одинаково. Я теоретически вам объяснила, друзья. Теперь мы с вами это будем посмотреть на практике. Начнем росток с левого рукава. И мы с вами находимся вот здесь. Это у нас центральная петля. Обратно на место поставим. И я вам говорила, когда мы вяжем росток над рукавами, здесь будем оформлять регланные линии. До маркировки берем накид, регланная петля, берем накид. И здесь мы провяжем 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю на спицу берем не провязывая. И вот так протянем нить, друзья. Образуем из этой петли 2 ножки. Вот это запоминайте, друзья. Мы каждый раз, когда поворачиваемся на изнаночную сторону, обязательно вот эту первую петлю берем на спицу не провязывая и образуем вот такую 2 ножки. И продолжим вязание на изнаночной стороне все петли изнаночными петлями. А накид возле регланной линии, друзья, мы провяжем изнаночной скрещенной. Для этого берем левую стенку и провяжем скрещенной изнаночной. И эту сторону накида, друзья, мы поставим вот таким образом, чтобы правая стенка смотрела на нас. И провяжем эту изнаночную скрещенную вот таким образом, друзья. Возьмем левую стенку и провяжем изнаночной петлей. И вот это тоже запоминайте. Каждый раз, когда вы вяжете накиды изнаночными скрещенными, да, регланная петля вяжется вот таким образом, который я сейчас вам показала. А после регланной линии этот накид вяжется вот таким образом. Они вяжутся зеркально. Если вам аж трудно будет понять, можете вязать скрещенно, как вам удобно. И с этой стороны то же самое, друзья. Добавим, провяжем 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Мы с обеих сторон по одной партии по 3 петель провязали. И здесь провязывали 2 ряда. Продолжим наш росток. То же самое, первую петлю берем на спицу не провязывая, протянем нить и образуем 2 ножки. Это тоже запоминайте, когда мы на лицевой стороне первую петлю провяжем вот таким виде. Продолжим вязание на лицевой стороне, все петли лицевыми петлями. И когда дойдем до петли регланной линии, будем оформлять, берем накид до маркировки, регланная петля, накид. И 3 наши в прошлый раз добавленные петли. И здесь вот видите, это петли 2 ножки, которые мы в прошлый раз так оставляли. Это мы вяжем таким образом. И запоминайте, каждый раз будем таким образом вязать. Заходим с левой стороны, охватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей. Здесь добавим опять 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу не провязывая, образуем 2 ножки и все петли изнаночными петлями.
Дошли до петли 2 ножки, друзья, которую мы в прошлый раз образовали. Эту петлю с изнаночной стороны провяжем таким образом. Заходим с левой стороны сзади, захватываем обе стенки и провяжем изнаночной петлей. Это тоже запоминайте. Каждый раз вот так будем провязать эту петлю. И здесь провяжем опять 3 петли. Поворачиваем нашу работу. И вот, друзья, мы закончили вторую партию по 3 петли с обеих сторон. Мы на лицевой стороне. Первую петлю берем на спицу не провязывая, образуем 2 ножки, провяжем все петли лицевыми петлями. Оформляем регланную линию, накид, регланная петля, накид. Добавляем последнюю тройку. Поворачиваем нашу работу. Добавим 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Вот, друзья, мы здесь закончили росток. Теперь будем все петли провязывать лицевыми петлями. Здесь оформляем регланную линию. Потом переходим на петли спинки. На спинке мы не оформляем регланную петлю. Здесь не будем брать накиды, друзья. Регланная петля. Здесь провяжем 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Первую петлю, как всегда, берем на спицу не провязывая. Образуем 2 ножки. И все петли изнаночными петлями. И после маркировки здесь добавим 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Опять мы на лицевой стороне. Первую петлю берем на спицу не провязывая. Образуем 2 ножки. Все петли лицевыми петлями. Регланную петлю не оформляем. И здесь петли 2 ножки. Добавляем вторую партию 3 петли. Поворачиваем нашу работу. Добавляем 3 петли, поворачиваем нашу работу. Добавляем последнюю тройку. Поворачиваем нашу работу. Добавляем на этой стороне тоже последнюю тройку. Поворачиваем нашу работу. Мы закончили росток и на спинке тоже. Теперь провяжем все петли лицевыми петлями и переходим образовать росток на правой рукаве. Здесь то же самое, повторяем все процедуры, которые мы сделали при оформлении левой рукаве. Вот здесь.